Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу записать видео того, как я прохожу игру Metal Gear. Если найдется человек, который захочет посмотреть это видео, то я советую ему приготовиться к тому, что данное прохождение игры будет не скорым, не быстрым, потому что игра действительно долгая. В процессе записи я хочу поделиться какими-то своими мыслями насчет этой игры, воспоминаниями из детства, ощущения от геймплея, от механик. Что ж, каким образом я познакомился с этой игрой? В 90-х годах, я думаю, что в первый раз я увидел у своего одноклассника, которого зовут Сергей. В то время нам хватало времени на то, чтобы не только учиться в школе, делать уроки, при этом хорошо успевать, но также поиграть в приставку и поиграть во дворе или сходить куда-то погулять. Так вот, Сергей жил рядом с самым легендарным, самым притягательным местом детства, с горкой. Это было фантастическое место, где очень любили проводить время. Тогда было вполне нормально, если ты идешь кататься на горку, потом зайдешь к Сереге поиграть, или наоборот, пойдешь играть к Сереге, потом пойдете куда-то гулять. То есть, вот как раз у него был, конечно, и зачетное место для игры. У него стоял цветной телевизор. Тогда поиграть в играх в цвете было уже роскошью. Он у него был в зале, стоял. То есть никто не стеснялся. Конечно же, мы в то время, что-то там попробовали, куда-то проходили. Ничего было непонятно. Так, только прикоснулись к этой игре. Спустя время у меня была возможность уже попробовать ее распробовать как следует. Как это произошло? У меня была своя приставка Dendy. Во время этой игры уже начали появляться у многих людей приставка Sega. У меня, конечно же, Сеги не было. И вот я как-то раз был в другом городе. Это было в школе. Вот. И там было две торговых точки через дорогу. Одна точка с приставками Sega, с играми. И там, конечно, полно народу. Я смотрел на них так немножко с печалью, немножко, может быть, завистью. Вот Sega, понимал, что у меня ее нет и не будет. А с другой стороны стоял ларек. А знаете, в то время ларек это было такое место, где можно было найти многое. От жвачек до алкоголя и все, и мороженое, и тут же картриджи какие-то. В общем, все это было вместе. И вот в этом ларьке продавались картриджи. И я запомнил точно, что это была женщина-продавец, может быть, девушка. Так вот, я у нее поспрашивал, какие есть игры, она мне сказала, что есть, спросила мои предпочтения, мне тогда нравились что-то вроде Контра или Russian Attack, что-то такое военное, боевички. Вот.
Вот. И она мне сказала, что есть вот такая игра, но она очень сложная. И меня вот эта фраза, то, что она очень сложная, как-то зацепила. И я говорю, хорошо, давайте, беру. В общем, я взял эту игру. Там было 2 игры, но насколько хороша была эта, что я даже не запомнил, какая вторая. Вот. Когда у меня уже появился свой картридж, когда я был уже возраста такого, чтобы понять какую-то механику в игре, потому что она, ну, давайте скажем прямо, игра не детская, а по своей сути, потому что она сложная. Она сложная. Здесь много изучений, много запоминаний, много какой-то логики. Вот. Что я сделал первым делом, когда приехал уже домой с этим картриджем? Ну, конечно же, проверил, как он играет. Я заметил, что есть кнопка старт, есть кнопка паролей. Не скажу точно, что я тогда ввел, но я точно помню, что я ввел Metal Gear с какой-то ошибкой, с небольшой. Может быть, это было Metal Gear или что такое. И у меня, конечно же, осталась еще куча символов, и я что сделал? Я подумал, ну раз это Metal Gear, наверное, 1, и я так и ввел Metal Gear 1 и такой пароль. И представьте мое удивление, что этот пароль подошел, и у меня появилась игра и какие-то уже вещи, оружие. И это, знаете, что сделало? Какой эффект? Это сделало эффект небольшого такого тизера. То есть в игре очень много всяких вещей, очень много всего можно изучить, пройти, найти и как-то это все использовать. И, конечно же, это было просто взрывом для мозга, потому что я в то время в такие игры какие-то не играл. Это были какие-то, ну, платформеры или стрелялки. Конечно же, все это будоражило воображение очень сильно. Конечно же, никаких инструкций, никаких советов. У тебя есть игра, тебе надо изучить. Это сейчас в играх является нормой, какая-то там прокачка персонажа, да, какие-то элементы подобные. А для меня это было впервые, то есть вот этот ранг со звездочкой, и потом в процессе, когда вот ты находил еще своих друзей военнопленных, этот ранг увеличивался, прокачивалось твое здоровье, количество боеприпасов, которых ты мог носить, количество аптечек. Это все было очень ново. Я такого раньше в играх не встречал. Для меня тогда вообще-то нажатие там на кнопку Select и что-то там где-то выбрать уже было что-то интересное.
далеко не сразу я понял вот эту механику того, что можно несколько раз сходить за одной и той же вещью и прибавится количество. Для меня это казалось как-то даже, ну, нечестным, что ли. Шнейдер знает, где найти управление ракеты. Шнейдер знает, где меня искать. Ох уж этот Шнейдер знает все. Так, ну что же, потихонечку будем вливаться в игру, пока я болтал исключительно на автомате, на автопилоте проходил. Мы взяли ключ номер 2. У нас поставилась задача сломать электропитание на силовом поле. Надо найти самонаводящие ракеты. Вот они. То есть игра обладает явными механиками так называемого жанра метроидвании. Надо найти какую-то вещь, чтобы продвинуться дальше, чтобы получить прогресс. В данном случае какую-то карточку или дополнительные предметы. Запомнить, какая карта открывает какой дверь. Где ты уже был, где пропустил, где тебе надо вернуться. В общем, очень интересно. Так, ну что ж, мы взяли ракеты, попробуем попасть в щиток. Получилось. Так, ну что ж, запишем частоту Дианы. Так, если я не ошибаюсь, то мы что-то пропустили. Коробка — это легендарная вещь. Легендарная вещь для серии игр Metal Gear. Нашли глушитель. Гранатомет. Представляете, как в детстве это все было? Ух, хорошо. Так. Почему-то, изучая в интернете обзоры этой игры, очень часто говорят о том, что это игра стелс жанра. Если поискать какую-то информацию в справочниках, то
Практически все говорят об этом. Да, опционально здесь есть эта функция. Не драться с противником, а как-то его избежать, подкраться. Но я считаю, что это далеко не главная фишка этой игры. Да, может быть, этот прием разработчики использовали, потом сделали его какую-то серию игр на основе их. Я думаю, что далеко игра не про это. Она больше про изучение. А простая логика у меня возникает. Дело в том, что если бы она была про стелс, то этот стелс бы усиливался. Усиливался по ходу игры. Но этого здесь не происходит, здесь наоборот. Увеличивается число загадок. Увеличивается сложность противников. Так, ну нам сюда рановато. То есть, если это была игра про стелс, то в конце бы мы уже не знали бы даже, как шаг ступить, чтобы там, да, нас не заметили. Значит, сюжет происходит вокруг агента Серый Лис. Вначале нам говорят про него. Вот это очень важный совет. Нарочно дать себя арестовать. Так, что-то я опрометчиво вышел. Очень хочется пошутить при фразе «нашел пулемет». Так, что же мы имеем? Так, пистолет, ракетницу. Ни одного гранатомета. Очень интересно. В этой игре, хочешь не хочешь, придется побегать туда-сюда.
позаниматься так называемым бэктрекингом. Поставим себе задачу на начало игры следующую. Значит, пройти первое строение. Завалить босса, который будет. Ну что ж, будем сдаваться. Мастер стелса в действии. Так, Биг Босс на связи. Вот мы нашли агента Серый Лис. Он рассказывает нам о супероружии, шагающем танке. Что ж, очень опасный шагающий танк. Крайне опасная штука. Ну, естественно, нам надо спасти мир, как же. Всех победить. Так, теперь нам говорят о докторе Петрове, который что-то знает. Вот мы встречаем первого босса. Прячемся от него и находим свои вещи конфискованные. Вооружаемся. Так. Вот так вот. Так, нашли третий ключ. Так, вон в ту дверь нам не попасть пока наверху. Надо запомнить ее. Нашли ключ, сразу пользуемся им. Бронежилет. Очень хорошо. Игра нас подготавливает к чему-то
чему-то такому, где будет нужен бронежилет. Защитный костюм. Это та вещь, с помощью которой мы будем продвигаться на крышу. Я в детстве помню, у меня была английская версия игры. Я сидел с маленьким словариком, синеньким, английского языка и пытался что-то перевести. Мы нашли униформу врага, отлично. Что ж, выходим из тюрьмы. Мы сюда еще вернемся позже. Так, что ж, что мы имеем? Консервы у нас уже кончились. Пополним сухпайок. Раз у нас теперь 2 звезды, мы прокачались. Теперь мы сможем взять 6 консервов. Что ж, непременно от прокачки растет и аппетит. Кроме количества еды, можно еще больше носить боеприпасов. И деления увеличились. Так, что там? После того, как мы сбежали из тюрьмы, враги начали очень активничать. Теперь игра уже не будет приобретать такое неспешное изучение, потому что враги будут постоянно бежать на вас и драться. Давайте сходим еще за ракетами. Представляете, как в первый раз было сложно догадаться до того, что здесь надо использовать противогаз. Нам, конечно, об этом говорили по-английски. Особенно меня забавляет это, когда вы подбираете карточки, а в это время немножко теряете здоровье.
было близко. Кто придумал вот так вот, чтобы враги появлялись прямо в нас? Что же мы забыли про бронежилет? Так, я был не готов. Я обычно бухчу насчет турбокнопок в играх, ну, где они действительно были бы неплохие. И насчет диагонали на джойстике Family Computer. В этот раз я бухтеть не буду, потому что здесь не нужны ни турбокнопки, ни диагонали. А вот подобрать карточку хотелось бы уже. Нужно. Ух! Так, что же? Будем проводить снайперский ракетный выстрел. Отлично. Инфракрасные очки. Так, ракетами не будем стрелять. Успели снять, пока он не нажал на, наверное, автомат. Что ж, еще один элитный противник. Предсказуемый достаточно для того, чтобы я его разгадал. Перчатки. Так, доктор Петров, заперти наверху. И мы получили
3-ю звездочку. Это очень хорошо, потому что мы сможем сейчас нести больше боеприпасов. Увидите дальше, где это понадобится. Вот здесь вот мы применяем очки. Оп, видите, подсвечивается. Инфракрасные датчики. Оп. Ну ладно, поигрались и хватит. Ой. Уже музыка тревоги даже не то чтобы останавливалась, она набирает обороты и уже играет всю композицию. Так, ну что ж. Нас интересуют мины. Надо, чтобы их было 15 штук. Видите, раз враг очень не любит нас теперь, сразу же поднимает тревогу. Приготовимся к этим случаям. 200 патронов, я думаю, нам хватит. Немножко помучаю вас путешествием до самонаводящих ракет. Скажу о том, что я все-таки эту игру в детстве прошел. Но прошел ее не честно. И я думаю, шансов честно пройти у меня ее не было. Каким образом я ее прошел все-таки? У меня есть старинный детский друг Кирюха. У него не было своей приставки, он просил у меня. Так вот, с этой игрой. И он любил баловаться с подбором паролей. Ну, конечно же, что-то он в игре проходил сам, и где-то я у него посмотрю, где-то он у меня. Вот. И как-то он подобрал пароль, в котором было
недостающая мне карточка, ту, которую я не мог найти. Карточка или 5, или 7. Вот я точно не помню. Ну, в общем, таким образом я практически все в этой игре узнал сам, изучил. Плюс у меня был тот самый журнал, знаете, от профессионалов с этими, с подсказками. Да, у меня тоже такой был журнал, и там я узнал ваш путь в лабиринте. Потом мы в конце игры будем там ходить. В общем, там в этой игре, по-моему, невозможно узнать его вот как-то так вот. То есть неочевидный. Этот лабиринт был неочевиден, без подсказок. Ну, в общем, я в детстве игру прошел таким образом. То есть случайный пароль, где-то какая-то карточка, которую я не мог сам найти. Я доходил до конца, и с тех пор закралось у меня чувство, что я это сделал нечестно. Не совсем честно. Поэтому это осталось таким вызовом на долгие годы. Все-таки пройти ее как полагается. Так, ну что ж, 15 мин есть. Хорошо. Давайте сходим наверх, на крышу. Здесь надо применить защитный костюм. Я помню точно, что это слово я перевел со словарем. По-моему, я зря туда бегу, насколько у меня память. Ой, да, точно зря и потратил столько патронов. На всякий случай наденем бронежилет. Наконец-то и все. Просто наконец-то. Так, ну что ж. Так, очень опасное место. Не хотелось бы здесь сливать, чтобы тянуть время лишний раз. Оп. Так. Снайперский ракетный выстрел. Хорошо. Естественно, в детстве это было всегда все как чудо.
Так, мы нашли детектор мин. Вот смотрите, у нас есть бронежилет, детектор мин. Что же такое нас ждет? Очень интересно. Так, наденем бронежилетик. Так, еще одни элитные ребята. Но когда узнаешь, как с ними беседовать, они уже меньше проблем вызывают. Десять минок. Этот расстроился, видимо, за близнеца. Что ж, доктора уже здесь нет, Петрова. Строение 20 километров к северу отсюда. Интересно. Так, обратный путь. Забыли про бронежилет. Демонстрируем чудеса хладнокровия. Вау-вау. Так, что у нас? Угу. Так, что мы имеем? Двое консервов. Не очень много. Оружие 15 мин. Ну что ж. Давайте пополним запасы. Приготовимся к тому, для чего мы сюда шли. Для чего мы собирали 15 мин, бронежилеты, детекторы минных полей. Так, значит, что?
Используем детектор. Видны минки. Обходим их. И вот, собственно, этот виновник торжества. Наденем бронежилет. Будем использовать мины. Давайте на всякий случай подлечимся. Главное не попасть под колеса. Так, сыграем надежно. Вот так вот. Ох, ну что ж. Пистолет. Здесь нас ждет сюрприз. Используем детектор. Видите, как тут наложили. Так, что же нам по рации говорят? Угу. Надо использовать униформу врага. Так, 12.013 запишем. Так, ну что ж, ребята, я предлагаю, раз уж мы снимаем 50 минут с лишним, прерваться, дать себя убить, получить пароль, записать его. И на сегодня закончим. Зайдем в следующий раз в это здание. К К ЛК 45 С 4К 3В Б 1 и У6 Y1 У4. Ну что ж, пока все. Продолжение следует.